Кто же эта женщина, которую Чингук называет своей будущей женой? Почему Тэхён выглядел иначе после этого признания? Это конец всем спекуляциям. Эйяре Муай. Эта новость была не просто признанием. Это был поворотный момент, который потряс всех. Будьте готовы к неожиданной правде. Прежде чем читать дальше, не забудьте оставить комментарий. Как вы думаете, кого выберет Чингук? Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить последние обновления, которые вас поразят. Кто бы мог подумать, что в своем молчании Чингук скрывает имя, которое может все изменить? Почему корейские СМИ вдруг пришли в ярость из-за всего лишь одной фразы? И не поэтому ли Тэхён выглядит угрюмым в последних появлениях на публике? Никто не был готов к реальности, которая, наконец, открылась в тот день. Даже репортеры, которые раньше засыпали Чингука сотнями вопросов, потеряли дар речи, когда он ответил на то, чего все избегали: «Я знаю, на ком хочу жениться». Одна фраза, но эффект подобен землетрясению, быстро распространяющемуся по всему миру. Сегодня утром ничего особенного не произошло. HYBE провел небольшую пресс-конференцию, чтобы обсудить предстоящее глобальное возвращение BTS. Тэхён появился в темном пиджаке и, как обычно, сел слева от Чингука. Чингук был в чистой белой рубашке, его лицо было спокойным, но глаза говорили об обратном. Эйяре Муай, смотревшие прямую трансляцию на YouTube с самого начала, заметили одну странную вещь. Взгляды Тэхёна и Чингука почти не пересекались. Даже в тех случаях, когда они обычно обмениваются небольшими шутками, они казались слишком формальными. Конечно, этого было недостаточно, чтобы вызвать тревогу. Но затем четвертый вопрос от французской журналистки все изменил. Она не спрашивала о музыке или гастрольном графике. Она просто спросила с небольшой загадочной улыбкой: «Если бы вам на этот раз пришлось выбирать, за кого выйти замуж в ближайшие 5 лет, кто бы это был?» Чингук Си. В комнате внезапно воцарилась тишина. Ни смеха, ни застенчивых взглядов других участников, только долгое и подозрительное молчание. И Чингук не отказался. Он не стал менять тему. Он посмотрел вперед, а затем произнес фразу, которая до сих пор остается в трендах всего мира. «Я давно знаю ее имя. Я никогда не упоминал ее, но она всегда была у меня в мыслях. Та, на которой я хочу жениться. Она – часть моей жизни, и она знает, кто она. Я просто хочу, чтобы все знали, сейчас самое время». Рев. Восклицание. Крик. Даже Чимин, который вел прямую трансляцию из-за границы, немедленно остановил эфир, потому что сообщения о взрыве новостей не прекращались. Мир замер, и камера запечатлела шокирующий момент. Когда Тэхён опустил голову, глубоко вздохнул, а затем потер лицо, словно пытаясь удержаться перед лицом неожиданного взрыва. Неужели Чингук просто мягко представил свою будущую жену? Была ли реакция Тэхёна косвенным ответом на то, что он знал, о ком идет речь? Но на этом история не заканчивается. Скорее, все только начинается. Забытые подсказки уже перед нашими глазами. Спустя несколько часов после конференции, форумы ARMY со всего мира начали пересматривать каждый момент, каждое взаимодействие,
каждое слово, когда-либо произнесенное Чингуком. Они пересматривали прямые трансляции, документальные фильмы о разрыве молчания, личные видеоблоги, старый контент развлекательных шоу, в котором были показаны напряженные взаимодействия между Чингуком и людьми, которые были с ним связаны. Какое имя встречается чаще всего? Дженни, актриса, сотрудник HYBE или что-то более сложное, чем просто обычные догадки о романтических отношениях? Некоторые говорят, что выражение лица Тэхёна было не просто удивленным, а обиженным. На одной из видеозаписей, которая стала вирусной в Твиттере через несколько минут после признания, губы Тэхёна были запечатлены почти неслышными. Он действительно это сделал. Но кто этот «он» в этом предложении? И что означает «сделать это»? Начали появляться различные интерпретации. Но одно можно сказать наверняка. Реакция Тэхёна была гораздо более эмоциональной, чем у других участников. RM попытался улыбнуться и выступить в роли посредника, используя забавную фразу. Чимин лишь вопросительно посмотрел на всех, а Шуга смотрел прямо на стол, словно не хотел вмешиваться. Только Тэхён, кажется, кардинально изменился, и публика хочет знать не только, кто она. Она хочет знать, какое отношение все это имеет к Тэхёну. HYBE в панике, молчаливое движение, которое нельзя игнорировать. Всего через 2 часа после этой пресс-конференции официальная страница HYBE удалила трансляцию. Они заменили миниатюры, заголовки и вставили отредактированные фрагменты видео. Некоторые пользователи сети, сохранившие оригинальную версию, немедленно загрузили ее обратно на различные платформы, показав, что часть ответа Чингука была окончательно вырезана. Но почему? Если признание не важно, почему? Это должно подвергаться цензуре. Это и вызывает еще больше подозрений. Многие начали предполагать, что HYBE давно знали о склонностях Чингука и пытались скрыть это от других как можно дольше. Анонимный пользователь, утверждающий, что он бывший сотрудник HYBE, даже написал на корейском форуме подробное сообщение о том, что с 2020 года Чингук хотел кого-то разоблачить, но его постоянно блокировали. И вот, наконец, он сделал это перед всем миром, перед камерой, рядом с Тэхёном. В центре внимания Тэхён. Парень, который не может лгать. Самое поразительное было не только содержание заявления Чингука, но и то, кто находился в комнате в тот момент и как они отреагировали. Когда журналист задал вопрос, Чингук ответил, глядя прямо перед собой. Но, закончив ответ, он без колебаний перевел взгляд налево, прямо на место Тэхёна. Эти глаза не лгут. Глаза передают нечто более глубокое, чем просто слово. А Тэхён в рефлексе, слишком быстром, чтобы его заметили, кроме наблюдательных людей, прикрыл рот рукой, не смеясь, не удивляясь, а словно его ударили. Эксперты по анализу языка тела знаменитостей высказались. Аналитик из Японии заявил, что их зрительный контакт указывает на большую тайну, которая давно похоронена. А медиапсихолог из США добавил, эмоциональная реакция Тэхёна была вызвана не незнанием, а неготовностью к тому, чтобы все узнали. Именно
Это превратило сплетни в национальную загадку. Что же на самом деле произошло между Чингуком и Тэхёном? Скрывают ли они что-то большее, чем простое признание женщины будущего? Общественность разделилась. Кого именно имеет в виду Чингук? Со временем в социальных сетях стали появляться разные имена. Некоторые фанаты утверждали, что Чингук намекает на кого-то из прошлого, кто больше не работает в индустрии развлечений. Другие же клянутся, что видят сходство в последних публикациях Чингука с его старыми подписями. Тэхён. Да, Тэхён. Многие ARMY начали сомневаться, не было ли признание Чингука адресовано вовсе не женщине, а той, с кем он всегда был вместе, как на сцене, так и вне ее. Но так ли это на самом деле, или это часть тайной стратегии, чтобы защитить того, кто не может появляться на публике? Или, что еще хуже, чтобы отвлечь внимание от настоящих отношений? А что, если Тэхён знал об этом признании задолго до конференции? Было ли это частью их совместного плана или наоборот, действия, которые нарушают их равновесие? Все хотят знать. Все задавались этим вопросом, но только один человек действительно знает ответ. И теперь мы приближаемся к правде, которая так долго была скрыта. Что на самом деле имеет в виду Чингук, когда говорит, что знает? Кто она? Это какой-то код. Это форма защиты. Или молчаливый вызов тому, кто оставался за кулисами. Чем глубже общественность пытается найти ответы, тем больше тайн открывается. Но, как ни странно, чем больше тайн открывается, тем труднее в них поверить. Действительно ли признание Чингука касается женщины? Или речь идет только о том, кого всегда считали невозможным? Папарацци запечатлели выход, глаза, которые говорят сами за себя. В тот день камеры папарацци бросились запечатлевать выражения лиц участников BTS, когда они выходили из здания HYBE. Первым шел Чингук в черной маске и толстовке, которая закрывала почти все его лицо. Но его глаза, да, его глаза оставались острыми и сосредоточенными, как будто он только что сбросил с себя огромный груз. Тэхён вышел 5 минут спустя. Никакого сопровождения, никаких менеджеров. Он отказался отвечать ни на один вопрос, даже когда женщина-репортер крикнула: «Тэхён-си, вы знаете, кого имеете в виду Чингук?» Тэхён просто медленно пошел к своей машине, остановился на мгновение, а затем очень тихим голосом, почти шепотом произнес: «Вы узнаете, но не сегодня». Эта фраза мгновенно стала новым цунами в социальных сетях. Тысячи аккаунтов в Твиттере повторили ее. Всемирное сообщество фанатов создало специальный форум, чтобы обсудить эти две фразы. Фразы Чингука и Тэхёна – две фразы, но эффект от них подобен двум кусочкам пазла, которые ведут к чему-то гораздо большему, чем может себе представить публика. Забытые клипы, подсказки из забытого прошлого. ARMY из Бразилии нашли старый клип 2018 года, когда BTS давали непринужденное интервью за кулисами одного из своих концертов в Японии. На видео ведущий задает шутливый вопрос: «Если бы вам пришлось выйти замуж за одного из участников, кого бы вы выбрали?» Все рассмеялись. RM указал на Чимина. Чимин в шутку указал на себя.
Но Чингук не ответил сразу. Он просто посмотрел на Тэхёна, слегка улыбнулся и тихо сказал: «Думаю, он будет отличным спутником жизни». Тогда эти слова считались лишь шуткой фанатов. Но теперь клип снова стал вирусным и был просмотрен миллионы раз. За одну ночь. Ракурс меняется. Был проанализирован тон голоса Чингука и изучены его движения. И отсюда вытекает гораздо более смелая теория. Однако логично предположить, что давным-давно Чингук никогда не говорил конкретно о женщинах. Он просто говорил о ком-то конкретном. HYBE обвиняют в сокрытии правды. Их реакция была неожиданной. Менее чем за 24 часа. Хэштег «Решетка Летюнкакспиак» набрал 2 миллиона ретвитов по всему миру. Фанаты Эйармой призвали HYBE прояснить ситуацию, но, в отличие от обычного, HYBE повели себя очень осторожно. Их официальное заявление состоит всего из одного предложения. Мы уважаем частную жизнь наших артистов. Они не пытаются подавить слухи. И на фоне этой бури спекуляций бывший редактор корейского журнала, который брал интервью у Чингука в 2021 году, написал длинный пост в своем личном аккаунте. Он рассказал, что после окончания интервью Чингук пошутил на скорую руку: «Однажды люди очень удивятся, узнав, кто на самом деле мне близок». Теперь все эти кусочки начинают складываться воедино. Но готова ли публика, если окажется, что это не та фигура, о которой они думали? Частная встреча. С кем встретился Чингук в тот вечер? В 10 вечера, спустя несколько часов после шокирующего признания, кто-то слил информацию о том, что Чингука видели входящим в один из частных лаунжей в районе Ханамдон в Сеуле, элитном районе, часто используемом для тайных встреч знаменитостей. Он был не один. Несколько свидетелей заявили, что неподалеку также был замечен автомобиль с номерами, которые связывают с Тэхёном. Встречались ли они в тот вечер? Японский журналист-расследователь опубликовал короткий рассказ о том, что два великих корейских айдола тайно встретились сегодня вечером, чтобы обсудить последствия незапланированного публичного заявления, не называя имен. Но все знают, кому это привело. Был ли Тэхён зол или планировал следующую стратегию? Никто не знал содержания разговора в тот вечер. Но, как ни странно, на следующее утро в Инстаграм Тэхёна появилась история, состоящая всего из одного предложения: «Если мы больше не можем это скрывать, ты готов встретиться с этим лицом к лицу». История просуществовала всего 15 минут, прежде чем была удалена. Но этого достаточно, чтобы увидеть. Достаточно много людей сделали скриншоты. Появилось достаточно предположений, что Тэхён знает что-то, чего мы не знаем. Реакция мира от слез к надежде. Также появились реакции знаменитостей. IU загрузила эмодзи с широко открытыми глазами. Лиза из Blackpink опубликовала в Твиттере слово «шокирующе», а через 10 минут удалила его. Поп. Сообщество разделилось. Некоторые поддерживают Чингука за его открытые слова, но другие все еще пытаются навязать версию о том, что это все лишь предположение, что это всего лишь рекламная стратегия. Но самым трогательным стало письмо канадской ARMY с инвалидностью, которая написала: «Открытое письмо.
Все это время я скрывала, кого люблю, из страха быть отвергнутой. Но сегодня, увидев, как Чингук говорит такое, я чувствую себя сильнее. Спасибо, что встали на защиту любви, какой бы она ни была. Письмо было повторно загружено крупнейшим фан-аккаунтом Чингука и мгновенно прочитано миллионами людей. На самом деле, появилось новое глобальное движение под названием «Решетка Фриеда Митхункаак», инициированное фанатами из 20 стран, которые объединили усилия, чтобы дать Чингуку возможность любить и выбирать собственное будущее. Последний вопрос, висящий в воздухе. Но среди всей эйфории, слез и теорий заговора, циркулирующих вокруг, один вопрос остается неразгаданной тайной. Кого именно имеет в виду Чингук? Кого-то из его прошлого, айдола, сотрудника HYBE или кого-то, кого мы всегда видели рядом, но никогда не считали чем-то большим, чем другом. А что насчет Тэхёна? Является ли его реакция формой ревности, боли или жертвы? Потому что в каждой истории всегда есть те, кто выбирает молчание, чтобы защитить других. И, возможно, Тэхён делает это уже давно. Неужели нас всех до сих пор обманывали? Неужели все шутки, взгляды и взаимодействия, которые мы принимали как должное, на самом деле были аккуратно зашифрованным кодом? По мере того, как общественность начинает собирать воедино кусочки прошлого, один вопрос выходит на первый план и встряхивает все. Что именно происходило между Чингуком и Тэхёном? Все это время об этом никому никогда не говорили.